Всем привет! Это Лера, и вы на канале Райс. Сегодня в завершении нашего сезона мы решили пригласить человека из страны, которая является родиной для яблок, тюльпанов и рэпера Скриптонита. Уже догадались, о чем идет речь? Ответ в нашем сегодняшнем выпуске. Итак, сегодня у нас в гостях Владимир из Казахстана. Салям. А вот Юрий у нас как раз-таки уехал в Конго. Вот я каждый выпуск говорю, что я куда-то поеду, а в итоге, а уже Юрий уехал. А я вот тут все буду готовить, кашеварить. Итак, Вов, вообще скажи, что сегодня мы готовим? Сегодня будем готовить простое блюдо – ваурсаки. Ага, классно. Так, и скажи, это такое традиционное повседневное блюдо? Или его и на праздники можно готовить? Я бы скорее сказал, что это блюдо чаще готовят для праздников, и почти на всех праздниках есть баурсаки. Это как обычный хлеб, можно сказать, что как хлеб подают к столу, так и баурсаки подают к столу, то есть почти всегда. То есть вот баурсаки – это то же самое блюдо. О, классно. Видимо, сытно мы сегодня покушаем, и это меня очень радует. Пока Юрий там отдыхает. Итак, что же нам с тобой понадобится? Нам понадобится дрожжи, то есть всего нам нужно будет половина столовой ложки дрожжей. Так, нам понадобится потом 250 мл воды, то есть 1 стакан. Помимо этого мы добавим туда 350 грамм муки. Здесь, конечно, больше, но отсыпем. И помимо этого, столовая ложка масла. Потом это все замешаем, и в принципе все. И так просто? Да, как раз таки для тех, кто, например, живет в общаге, да, для студентов. Так, все студенты лайфхаки ловим, отлично. Ну что, давай тогда приступать к готовке, и вообще хочется узнать о тебе побольше. Вообще расскажи, чем тебе нравится Россия? Я бы сказал, наверное, чем мне нравится Нижний Новгород. Давай. Так, все, столько хватит. Наверное, природой своей, потому что у нас в Степногорске, где я жил, там голые степи. То есть там очень мало лесостепной зоны, то есть больше степи, полупустыни и так далее. В общем, мало вот такой природы. Тут вот тебе парк Швейцарии, тут тебе Александрийский сад, то есть все так рядом, плюс там еще Бор, где вообще начинается тайга. То есть, в принципе, все интересно, и понаблюдать, зайти в эту природу, почувствовать себя, как знаешь, воссоединиться с природой, я не знаю, можно ли так сказать. Вообще, Вов, помнишь свой первый день в России? Конечно, я помню. Ну-ка, рассказывай, как это было. Я приехал в Омск. Получается, у нас из Степногорска до Омска едет бусик. Стоило проезд у меня 5000 тенге. Это где-то, если в рублях говорить, это 900 рублей, где-то так. И получается, я когда-то приехал в Омск, я понял, что сначала разницы я особо не заметил. То есть, когда я из Казахстана отправился в Россию, я не особо разницы заметил. Могу сказать то, что я почувствовал вот это, когда ты из одной страны отправляешься в другую, а это все СНГ, ты понимаешь, да, это все СНГ, то есть особой разницы я не заметил. То есть большая разница, конечно, с Нижним Новгородом, по размерам и по архитектуре, А Омск, Омск это Омск, да. Этим все сказано. Прекрасно. Так, может, наоборот, немного вернуть. А затем приехал в Нижний, и что тебя поразило больше всего? Как люди вообще такие же или отличаются по темпераменту, вообще уровня культуры? Разницу в людях на самом деле не заметил. Часто говорят, что те, кто приезжает из других стран или из других городов, что такие жители, а там были такие жители. Но я больше делаю акцент на себе самом. То есть, если я сам адекватно отношусь к людям, то, в принципе, неважно, где я нахожусь. Везде будут люди адекватно ко мне относиться. А насчет того, что меня удивило в Нижнем Новгороде, это, наверное, опять же, архитектура, плюс, естественно, то, что рядом рукой подать до воды. Да, то есть в Степногорске, наверное, в Казахстане не так уж много мест, где можно поплавать и так далее. Вообще, Вов, скажи, для чего стоит ехать в Казахстан? В зависимости от ваших целей, то есть если вы хотите отправиться именно ради путешествия, то, наверное, вам больше стоит посетить, например, Астану, ныне Нур-Султан. Потом, естественно, Алмата, то есть там те горы, которые рядом находятся, Тянь-Шань, их посетить.
Помимо этого, есть очень много, на самом деле, достопримечательностей в Казахстане. То есть, но почему, например, я не могу сейчас о них всех рассказать, так красиво описать их? Потому что, когда я жил сам в Степногорске, в Казахстане, я не часто... У меня была всегда мысль, наоборот, уехать. То есть, и мне не очень нравилось там, где я жил. То есть, ну, опять же, я не так часто путешествовал по Казахстану, чтобы вот сказать, вот, езжайте туда, туда. То есть, но в любом случае, я знаю, что есть место, где получается речка, и из этой речки прямо растут либо березы, либо сосны, нет, скорее всего, березы. Вот очень красивое место. Вот туда можете отправиться, я не помню только название. Ну, на Балхаш, если вы отправитесь, то там получается две части. Вот он, Балхаш. И одна часть соленая, а другая часть пресная. То есть, да, это тоже интересное такое место. Вот туда можете отправиться. В общем, есть что посмотреть. Да, есть. Это классно. Слушай, а вот у тебя есть вообще такое самое любимое воспоминание в твоей жизни, которое греет тебе душу? Связано с Казахстаном? Вообще. Ну, наверное, когда еще моя семья была вместе, то есть вот когда я жил, я с мамой, с отцом, вот. Тогда, наверное, был более такой хороший эпизод, когда мы все собирались, там, не знаю, играть какие-нибудь настольные игры, вот это самые теплые воспоминания. И еще, когда мама пекла блинчики, это самый хороший, классный момент. Потому что у нас, получается, у меня, не знаю, как сказать больше правильно, в общем, друг детства Игорь, и мы с ним, получается, очень часто гуляли и дружили. Мой отец его не любил, но мама любила. И поэтому она все время, когда его родители не могли прийти домой по каким-то причинам, она как раз таки, когда пекла эти блинчики, она ему их давала. Вот. То есть, и вот эти моменты я очень хорошо и тепло вспоминаю. Вот. Ну и, естественно, еще моменты, когда мы строили шалаши. Получается, я жил на окраине города, и там мы выходили в степь, находили всякие доски, палки и так далее, и строили себе домики. Вот. Ну да, Мечта каждого ребенка, по-моему. Ну да, вот. То есть вот такие вот, говорю, почти все теплые моменты, теплые воспоминания у меня, естественно, из детства. То есть вот как-то так. Слушай, а вообще, это правда, что вот у вас в Казахстане очень много пьют зеленого чая? Вот сейчас Юрий Юрьевич, когда посмотрит, внимательно обратит на это внимание, потому что мы с ним любители чая. Не могу сказать, что его много пьют. Единственный человек, который я помню, что пил чай, ну ладно, я знаю двух человек, которые часто пили чай. Это наш психолог, вот, он любил зеленый чай, вот. И второй человек это Артемий, вот. Он, получается, у нас был, как сказать, его хобби было брать интервью у людей. Он, помню, меня взял интервью. Вот. И он вообще как себя позиционировал, как журналист. И сейчас он живет, например, в Новосибирске, и сейчас он занимается чаями. То есть у него он всегда любил там всякие чаи, естественно, в том числе зеленый. Вот. Поэтому сказать, что прям распространенно, что все пьют такие чаи, нет. Я бы сказал, что все пьют, наверное, обычный какой-нибудь Липтон. Такой, это обычный черный чай и все. Вот. Как-то так. Кстати, Юрий Юрьевич звонит. Ну-ка. Алло? Здрасте, Юрий Юрьевич, как там? Конго? Прекрасно. Ага. Хорошо, поняла. Сейчас вопрос будет. Так, внимание, вопрос. Юрий Юрьевич? Вы там подождите, Юрий Юрьевич, говорите. Почему у казахов так хорошо получается читать рэп? Он что, резонирует с казахской душой? Все, вас слышали? Ага, все, отдыхайте. Да, давайте. Ну что, вопрос услышал. Да, вопрос довольно-таки сложный, философский. Резонирует ли с казахской душой? Честно слово, я не знаю, почему у казахов так хорошо получается читать рэп. То есть, может, просто совпадение. Да. А вообще, вот любишь Скриптонита? Ну, я не знаю ни одной песни. Я когда-то его слышал, вот, но чтобы слушать его, нет, я не слушал. Ой, не настоящий ты казах какой-то, да. Вообще.
Мгм. И вот такая вот красотень у нас получилась. Напоминает бабушкины пирожки. Прямо воспоминания из детства. Ну что, попробуем. Так. Ну-ка, Сразу говорю. разламывать, Илюшка? Нет, ты можешь так откусить, можешь разломать. Как? Горяченький. Так. Так просто. И так вкусно. Ну все. Настоящий казахский хлеб. Вов, а скажи, пожалуйста, кем ты видишь себя через 5 лет? Думаю, что у меня выкроет свое дело, это точно. Вот. То есть предприниматель это точно. Вот, я, возможно, стою рядом с человеком, который потом на обложке Forbes будет. Угу. Вот, Который вы точно продает него баурсаки. смотрите. А, предпринимательство баурсаками, кстати говоря. Классная вещь. Бизнес будет связан с каким-то общественным движением. Вот. Либо связано с коммуникациями, то есть общение с людьми. То есть про людей, скорее всего. То есть для людей и про людей. Вот так. Мгм. Слушай, классно, классный план. Ну что, дорогие друзья, Юрий у нас в Конго, а мы тут будем кушать дальше баурсаки. Вот, приготовьте обязательно. Это очень просто, очень вкусно. Прям вообще. Бюджетный вариант даже для студентов в общаге. Угу. Возьмите на заметку. А так, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, и мы вас ждем в гости к нам снова. Пока-пока!